Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы, традиции и обряды на 29 мая. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 29 мая. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь, заходите на наш канал, у нас много полезной и интересной информации. Также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете, девочки и мальчики, нам очень-очень приятно. Итак, 29 мая православные христиане чтят память преподобного Феодора Освященного, святого, чья жизнь и духовный подвиг оставили неизгладимый след в истории христианства. Феодор, который жил в IV веке, родился в Египте в знатной христианской семье. С раннего возраста он проявлял глубокую религиозность и стремление посвятить себя Богу. Феодор, выросший в атмосфере христианских ценностей, с юности испытывал сильное желание стать монахом. Однажды он тайком покинул отчий дом и отправился в монастырь, расположенный в Верхнем Египте. В этом монастыре служил и преподобный Пахомий Великий, основатель киновийного монашества, известный своими строгими аскетическими практиками и глубоким духовным знанием. Когда Феодор прибыл в монастырь, Пахомий сразу заметил его необычайную преданность и духовную зрелость, несмотря на юный возраст. Он решил оставить юного Феодора в обители, где тот быстро стал примером для более опытных монахов, благодаря своей неустанной молитве, строгому посту и самоотверженному труду. После кончины преподобного Пахомия Великого Феодор был избран настоятелем Тавинисского монастыря. Его руководство принесло обители новый расцвет. Благодаря своему духовному наставничеству и мудрому руководству Феодор сумел не только сохранить, но и приумножить духовные достижения своего предшественника. Слава о преподобном Феодоре распространилась далеко за пределы монастыря. Он обладал даром чудотворения, которое использовал только во благо людей, исцеляя больных и утешая скорбящих. Множество людей приходили к нему за помощью и наставлением, и никто не уходил без утешения и духовного ободрения. Преподобный Феодор Освященный дожил до глубокой старости, оставив после себя значительное духовное наследие. Он умер в 368 году, его жизнь стала примером непреклонной веры, самоотверженного служения и духовной мудрости. Память о нем сохраняется в православной церкви, и каждый год 29 мая верующие вспоминают его жизнь и его подвиги. В народном календаре 29 мая отмечается праздник, посвященный преподобному Феодору Освященному, который также носит название как Федор Житник или Федоров день. Этот день, посвященный святому, играл важную роль в сельскохозяйственном цикле наших предков. Название Федор Житник связано с тем, что на Руси злаковые культуры называли житом. Это был последний день посева яровых культур, таких как ячмень, пшеница и овес. В народе говорили: у житника забота ячменное поле заборонить. Считалось, что если в этот день не завершить посевы, урожай может оказаться скудным. Ячмень – это одна из древнейших злаковых культур, которую человек начал возделывать еще в глубокой древности. Его зерна использовали для производства перловой и ячневой крупы, а также муки. Ячмень был ценен не только как продукт питания для людей, но и как корм для животных, благодаря высокому содержанию белка и крахмала. В день Федора Житника крестьяне стремились завершить посевные работы, особенно посев ячменя, чтобы обеспечить себе и своим животным достаток на предстоящий год. В день Федора Житника на Руси существовало множество обычаев и обрядов, связанных с посевом и уходом за злаковыми культурами. Крестьяне верили, что святой Феодор покровительствует урожаю, и поэтому старались завершить все посевные работы к этому дню. Особое внимание уделяли посеву ячменя, так как считалось, что он приносит богатый урожай, если посеян в день святого.
Посевные работы сопровождались молитвами и обрядами, направленными на привлечение плодородия и защиты посевов от вредителей. Женщины и мужчины выходили в поля с раннего утра, читая магические слова и молитвы. Одним из таких магических слов было пожелание, чтобы зерно, посеянное в землю, быстро взошло, дало крепкие всходы и богатый урожай. Баранование ячменного поля также имело особое значение. Это действие символизировало подготовку поля к новому урожаю и защиту его от злых духов. Крестьяне верили, что правильное баранование, приведенное в день Федора Житника, обеспечит хороший урожай. В этот период года, когда посевные работы подходили к концу, многие семьи начинали готовиться к свадьбам. В традиционном обществе свадьбы часто играли в летний период, когда основные полевые работы были завершены, а урожай еще не требовал интенсивного ухода. Подготовка к свадьбе включала и множество обрядов и традиций, направленных на обеспечение долгой и счастливой семейной жизни. Свадебные приготовления начинались с выбора даты и подготовки свадебных нарядов. На Руси верили, что правильно выбранный день для свадьбы и соблюдение всех традиционных обрядов принесет молодоженам счастье и благополучие. На свадьбе особое внимание уделяли благословениям родителей и старших членов семьи. Благословение на счастливую семейную жизнь давали и священники в церкви. Это считалось важной частью подготовки к свадьбе. В этот день крестьяне завершали весенние посевные работы и наблюдали за природными явлениями, чтобы предсказать погодные условия на предстоящее лето. Наши предки знали, что если на Федора Житника бабочки после дождя не летают, это значит, что вскоре снова пойдет дождь. Это наблюдение помогало крестьянам планировать свои работы на полях и огородах, чтобы не попасть под ливень. Если в этот день кучевые облака плывут в одном направлении, это предвещало ясную и сухую погоду на следующий день. Такое знание о погоде было особенно важно для завершения посевных работ и начала ухода за растениями. Появление листьев кувшинок в водоемах означало, что заморозков больше не будет. Это давало крестьянам уверенность в том, что их посевы не погибнут от внезапных холодов, и они могут спокойно продолжать работу в полях. Если 29 мая припекало солнце, это предвещало теплое и хорошее лето. Солнечная погода в этот день считалась хорошим знаком для урожая, и крестьяне с оптимизмом смотрели в будущее. Цветение рябины на Федора Житника означало, что летняя погода уже наступила. Этот знак подсказывал крестьянам, что можно начинать подготовку к летним работам и рассчитывать на благоприятные условия для роста растений. В этот день, 29 мая, именины отмечают Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр и Федор. Люди, рожденные под этими именами, обладают определенными чертами характера, которые отражают их стремление к достижению высоких целей и завоеванию уважения окружающих. Главная черта таких людей – это целеустремленность. Они любят ставить задачи, каждый раз завышая планку. Их целеустремленность и настойчивость помогают им достигать значительных успехов в жизни. Таких людей уважают коллеги и друзья, обожают жены, дети и родственники. Их преданность делу и способность брать на себя ответственность делают их надежными и ценными членами общества. Также они богаты и щедры, но умеют разумно распоряжаться своими ресурсами. Хотя они не будут раздавать все свое имущество, в трудную минуту они всегда готовы прийти на помощь и поддержать тех, кто в этом нуждается. В этот день крестьяне не только наблюдали за природными явлениями, но и проводили различные обряды и ритуалы, чтобы привлечь удачу и обеспечить богатый урожай. Федор Житник считался последним днем посева яровых культур, и, соответственно, крестьяне старались завершить все посевные работы, чтобы успеть до начала лета. После посева поля обязательно барановали, чтобы улучшить условия для роста растений.
Существовали и обрядовые действия, направленные на привлечение плодородия. Например, перед посевом женщины и мужчины собирались вместе, читали молитвы, чтобы обеспечить хороший урожай. Эти традиции передавались из поколения в поколение и были неотъемлемой частью сельской жизни. 29 мая считался у наших предков несчастливым днем, поэтому на эту дату не назначали никаких важных событий. Однако, если по какой-то причине отказаться от них было невозможно, обязательно читали перед тем, как к ним приступать, молитву «Отче наш» 9 раз. Эта молитва служила своеобразной защитой и благословением, помогая избежать несчастий и привлечь удачу. Для тех, кто отправлялся в поездку на Федора Житника, существовал специальный обряд. Перед сном под подушку клали горсть жита, завернутую в платок матери или кровной родственницы пожилого возраста. Этот узелок путешественник обязательно брал с собой в дорогу. Жито служило символом плодородия и защиты, а материнский платок – символом заботы и благословения рода. Вера в силу этих оберегов помогала путешественникам чувствовать себя защищенными и уверенными в благополучном исходе пути. Так как 29 мая считался днем неудачным, наши предки старались любыми способами привлечь в свою жизнь счастье и благополучие. Для этого использовали обряды, ритуалы. Считалось, что в этот день силы природы и духов особенно чутко реагируют на просьбы людей, поэтому обряды, проведенные 29 мая, имели особую силу. В день Федора Житника часто использовали магические слова для привлечения удачи. Один из самых популярных обрядов заключался в следующем. Утром нужно было выйти на улицу, поднять руки к небу и сказать: «Федор Житник, благослови меня на удачу, пусть все дела мои идут гладко, как по маслу». Затем нужно было коснуться земли и поблагодарить ее за помощь и поддержку. А вот для привлечения благополучия в дом проводили ритуал с хлебом. Вечером после захода солнца хозяйка пекла хлеб и перед тем, как поставить его в печь, трижды говорила: «Как хлеб в печи румянится, так и благополучие в мой дом приходит». Испеченный хлеб разламывали и делились с членами семьи, чтобы благополучие обязательно коснулось каждого. Здоровье было одной из главных ценностей для наших предков, и на Федора Житника проводили обряд на укрепление здоровья. В этот день было принято умываться росой, собранной с молодых побегов растений. Роса символизировала обновление и очищение, а ее использование в обрядах помогало сохранить здоровье и бодрость духа. Утром 29 мая наши предки начинали с посещения храма. В молитвах, обращенных к преподобному Феодору Освященному, они просили о терпении и помощи в обустройстве семейных отношений. Зная, что игумен Феодор обладал способностью исцелять, верующие обращались к нему с просьбами об избавлении от болезней, как своих, так и родственников. На Федора Житника полагалось непременно сварить кашу. Это могла быть пшенная, манная, гречневая каша, но особенно популярной была ячневая каша. Остатки еды не выбрасывали, а отдавали домашним животным, что символизировало заботу о хозяйстве и природу. 29 мая, в день Федора Житника, предки наводили порядок и в огороде. Они убирали сорняки и пололи грядки, чтобы подготовить землю к активному росту растений. Это было важное занятие, которое символизировало заботу о будущем урожае и поддержание порядка на своей земле. Если на Пахома Теплого 28 мая говорить о будущей свадьбе было запрещено, то на Федора Житника подобные разговоры, наоборот, приветствовались. Мать невесты присматривала наряд для дочери и полотенце под ноги молодоженам, а будущая новобрачная самостоятельно выбирала туфли, не привлекая к этому родных и подруг. Это символизировало самостоятельность и личный выбор невесты в столь важном событии. В этот день особое внимание и уделяли наведению порядка в доме и на подворье. Чистота и порядок символизировали благополучие и гармонию в семье. Уборка и чистота в доме считались залогом здоровья и процветания.
Приготовление каши на Федора Житника имело особый символизм. Каша считалась символом изобилия и достатка. Варили ее из различных злаков, которые были доступны в хозяйстве. Особой популярностью пользовалась ячневая каша, которая символизировала у наших предков плодородие и изобилие. Кроме того, на Федора Житника существовали различные обрядовые действия, направленные на привлечение удачи и благополучия. Женщины собирали скорлупу от яиц, мелко измельчали и посыпали по углам дома, чтобы в нем всегда был мир и взаимопонимание. Что же нельзя было делать 29 мая по народным приметам, обрядам и традициям? Издавна на Руси считалось, что именно с 29 мая лучше всего начинать подготовку к свадьбе, чтобы брак был счастливым и долгим. Однако это возможно было при условии соблюдения некоторых запретов, которые веками собирались нашими предками. Рушник, который клали под ноги молодоженам, а также свадебный наряд для невесты, не должна была покупать мать жениха. В этом случае будет вражда между ней и невесткой. Поэтому покупку этих вещей должна была сделать именно будущая теща. Свадебные туфли невеста должна была приобретать лично. Присутствие подруги или любого другого человека при выборе обуви могло стать причиной скорого развода. Нельзя было брать и обручальные кольца у родных, даже если не прожили в счастливом браке. Это могло привести к постоянным обманам в семье. Также в 29 мая нельзя было заниматься уборкой в доме, если огород требовал внимания. В день Федора Житника важнее порядок на земле, иначе она может обидеться и перестать давать урожай, что приведет к неурожаю, особенно ячменя. Нельзя в этот день было и оставлять на тарелках объедки. По народной примете в будущем придется доедать за другими. Все, что осталось из недоеденного, нужно было отдать животным или вынести во двор. Кроме того, в день Федора Житника нельзя было пользоваться и ложками. Согласно поверью, можно было привлечь в дом беду. Лучше приготовить вторые блюда, а от первых отказаться вовсе. На напитки этот запрет не распространялся, поэтому важно было размешивать сахар ложечкой без опаски. Вот такие, друзья, у нас с вами народные приметы на 29 мая. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.